Середина августа. Пора сбора урожая многих культур. Сегодня первый день после длительных многодневных дождей выглянуло солнышко. И все растения этому радуются. Клещевине дождики только на руку. Она становится все выше, все мощнее. Вот эта грядочка моей осенней зелени и осенней редиски. Здесь посеяны некоторые неизвестные для меня сорта салата. Я люблю пробовать разные салатики. И немножечко редиски на осень. Редиска уже взошла. Вот это 3 кустика дайкона. Вот эта грядочка моей оставшейся зелени. Это кудрявая петрушка. Сколько я уж ее срезал. Еще много остается. Подрастает и подрастает. Вот это наконец-то разросся листовой сельдерей. Тоже уже не успеваю его срезать. Уже довольно мощный. А вот это у меня еще запасы остались свежего куриного помета. Можно подкармливать уже высаженные усы клубники. Ну, еще кое-что. Разросся базилик. Это цветная капуста. Дожди ей не помеха. Она уже мощные листья образовала. И скоро будет завязывать качанчики. Несмотря на выглянувшее солнышко, на ночь приходилось укрывать некоторые растения. Вот это у меня закрыт перец горький. Потому что ночью очень-очень холодно. Вот это моя маленькая грядочка жгучих перцев. Здесь всего ничего. 10 кустиков. Но жгучий перец не отстает от своих сладких собратьев. И тоже растет хорошо. Перенес и дожди, и ночные холода. И завязал довольно много плодов. Вот они успешно поспевают. Этот перец довольно крупный. И очень-очень притом жгучий. Сорт сказать не могу. Этот сорт можно считать народной селекцией. У нас многие выращивают много-много-много лет. И хороший сорт. Много уже перчиков снято. Уже вовсю идут заготовки. Он для этого используется постоянно. И вот уже можно опять срывать плоды. Много красных. И я думаю, он будет плодоносить еще довольно долгое время. Повторюсь, конечно, приходится его тоже прикрывать. Что ночи очень холодные. Поэтому приходится это делать. После дождя до холода это для растений очень тяжело. Вот эта кукуруза немножечко медовая принцесса. Початки уже налитые. И скоро, я думаю, можно будет ее уже срывать. По моим прогнозам, примерно через недельку. Это тоже цветная капуста. Сорт коза дереза. Тоже очень мощное растение. Я думаю, и завязи должны быть. Это клубничка. К сожалению, дождливая погода ей не очень по душе. Расти-то она растет, но зато и образовались некоторые грибковые заболевания. Вот это пятнистость листьев. Придется их удалять. Из-за дождливой погоды еще не все усы убраны. Но это скоро будет сделано. Вот эта грядочка уже молодой клубники. Это сорт Лорд. Это я высадил недавно. И зато из-за дождей она принялась отлично. Поливать даже не пришлось. Это тоже грядочка клубники Лорд. Здесь листики срезались. И поэтому болезни на них намного меньше. Вот это моя мини-бахча. Здесь арбузики очень сильно разрослись. Дожди, конечно, это стимулировали, но и приносят определенный вред. Вот здесь у меня с края арбузов были еще и дыньки. И оба кустика после сильнейшего дождя, ливня
И потом холодные ночи, они просто погибли, пришлось их убрать. И некоторые арбузы тоже уже начинают болеть. Так что под вопросом урожай арбузиков. Хотя зависть уже есть, вот такая, уже не очень маленькая. Ну, если погода позволит, то они, конечно, вызреют. Если будет холодно, как уже вот эта ночь была очень холодная, то, к сожалению, арбузы, возможно, пойдут только на засолку. Вот это кустик декоративных красных перчиков. Они уже вот-вот начнут поспевать. Вот такие симпатичные плодики, а красные они вообще красавцы. Рядышком еще более активно растет кустик желтых декоративных перчиков. Вот такие вот они. И желтый уже даже первый спелый плодик образовали. Можно сорвать. Вот он какой красавец. Очень красивый, ярко-желтый и очень-очень жгучий. Можно выращивать такие и в помещении, в вазонах. Вот эта грядочка у меня после убранной клубники используется для осеннего выращивания зелени и тоже редиски. Некоторые салаты уже очень активно идут в рост. Вот салатик. Как я уже упоминал, я пробую различные новые для меня сорта. Ну и чтобы не пропало место, еще и редиска здесь будет. Вот здесь кукуруза в небольшом количестве тоже растет. Это лакомка Белогорья. Тоже початки уже вот-вот будут готовы. Морковка уже очень крупная. Уже вовсю ее рвем. То есть она уже вполне созрела. Вот еще один арбузик вот здесь видно. Если погода позволит, то, я надеюсь, арбузы будут. Вот это я немножечко оставил мангольда. И постоянно его срезаем, и он опять нарастает. Вот эта капустка у меня брюссельская, дружная семейка. Возможно, все-таки она успеет порадовать плодами. Очень сильно она отставала, но все-таки постепенно растет. Вот это семенной салат. Он растет успешно, скоро будет довольно много семян. Вот здесь у меня луночка единственной уцелевшей дыньки, хотя она тоже уже начинает вот болеть, видно. Это сорт Евдокия из моих собственных семян, но это успело хоть завязать плодики. Вот такие. И есть большая вероятность, что все-таки они поспеют. Здесь у меня маленькая грядочка помидоров, тоже она под укрытием. Сейчас утро, ночь была очень холодная. Вот это моя экспериментальная грядочка индетерминантных помидоров. Здесь они высажены по 4-5 штук в одну лунку. И тоже завязали неплохие плодики. Некоторые довольно увесистые. Вот здесь вот видно. Но уже видно, что в целом этот метод не очень себя оправдывает. Для 5 растений такое количество плодов. Ну, правда, есть еще небольшое количество завязи. Вот сверху. Ну, большие сомнения, что они успеют при такой погоде доспеть. Поэтому такой способ вряд ли я буду применять постоянно. Как говорят в таких случаях, овчинка выделки не стоит. Самое оптимальное, вот я все присматриваюсь к этому методу, выращивать помидоры по 2 корня в лунке. Тогда прирост заметный, действительно, и не нужно столько рассады. А вот здесь 5 растений, а плодов не так уж и много. Это вот моя экспериментальная была грядочка. Ну, возможно, что еще поэкспериментирую с другими сортами. Но пока этот метод меня не привлекает. Вот эта грядочка дайконов. Они были посеяны после удаленной клубники и уже начинают формировать плодики. Если присмотреться, вот здесь видно. Кроме дайконов на этой грядке еще и некоторые редьки и репка.
Вот на этой грядочке у меня растут мангольды на осень. Эта культура мне так понравилась, что я немножечко посеял очень поздно, чтобы осенью было их побольше. Здесь тоже разные сорта. Я их пробую, чтобы потом отобрать лучшие для постоянного выращивания. И рядом с мангольдами, чтобы не пропало опять место, немножечко посеянной редиски. Сейчас я ее прорежу, и будет отличная осенняя редиска. Вот здесь тоже небольшое количество арбузов других сортов. Арбузики разрослись, конечно, хорошо, но плоды еще довольно маленькие. Так что все зависит от погоды. По крайней мере, в прошлом сезоне арбузы были намного уже крупнее. Но тут поделать ничего нельзя. Дожди каждый день и очень холодно. Здесь еще немножечко капусты. Тоже брюссельской. Это грядочка уже отсаженной клубники. Солнечная полянка. Рядышком с ней грядочка щавеля. Очень много его срезано, и он продолжает расти. А вот это семенная редиска. Я оставил несколько корнеплодов на семена. И вот уже довольно много стручков. Они уже довольно крупные. Так что я думаю, с семенами редиски проблем не будет. Сорт Парад. Вот это моя любимая кукуруза. Сорт Тройная сладость, которую я из своих семян выращивал. Тоже уже початки наливаются. И уже вот-вот можно будет ее срывать. Вот это у меня грядки помидоров, баклажанов и перцев. Все укрыто, поскольку ночь была очень холодная. Я не смотрел на термометр, ну, наверное, градусов 5, не больше. И это после сильнейших дождей днем. Конечно, растениям тяжело, пришлось их укрыть. Сейчас солнышко, буду уже открывать. Пока погода хорошая, укрывное полотно с грядочек я снял. Вот это вот грядка индетерминантных помидоров. Часть плодов уже снята. Видно, что листики в основном обрезаны, а оставшиеся продолжают очень активно заболевать. Но все-таки плодики набирают вес. И укрытие от холодов им в этом помогает. Некоторые сорта активно это делают. Видно, что помидорки очень радуются солнышку. Редкому очень гостю за последние 1,5 месяца в нашей местности. Вот индетерминантные сорта. Полосатый шоколад. Несмотря ни на что, плодики довольно крупные. Вот этот сорт сибирские шанги. Я его только пробую. Чувствуется, что он очень сильно болел. Вот рядышком сорт спецназ. Тоже выращиваю на пробу. Плоды довольно крупные. Но их всего, вот, например, на этом кустике было 5 штук. 2 уже снято, и вот осталось 3. Рядышком кустик, плодов побольше. Это сорт Кенигсберг. Он радует при любой погоде. И хотя кустики уже тоже потеряли почти все листики, но плодиков довольно много. И они, ну, не очень маленькие, по крайней мере. Вот это сорт Русский Богатырь. Тоже постарался и завязал довольно приличное количество плодов. Причем довольно крупных, очень крепких. Одно название само за себя говорит. Русский Богатырь. Такой он и есть. Богатырские плоды. Плодики очень гладкие, здоровые. Несмотря на то, что листики, конечно, уже надо последние убирать. Болеют. Вот довольно много плодиков.
по 2 растения в лунку, он растет очень хорошо. Вот этот сорт Эльба, уже половина плодиков снята примерно, и еще продолжают поспевать, надо сегодня снимать. Потому что погода делает бессмысленным оставлять их долго на кустиках. Уж лучше пусть дозариваются дома. Вот это сорт немецкий Мамонт Золотой Биколор. Тоже, несмотря на неприятности, завязал уже довольно такие крупные плодики. Это при том, что они довольно вкусные. Кое-что все-таки наросло. Я, честно говоря, думал, будет даже хуже. А вот рядышком грядка детерминантных помидоров. Ну, здесь уже, поскольку они поспевают намного раньше, здесь уже половина плодов снята примерно. Тоже, конечно, болеют очень листики. Все пришлось их убрать. И оставшиеся тоже уже практически заражены. Вот сорт Толстый Джек. Тоже надо уже снимать сейчас плодики. Сорт Севрюга совсем немного осталось. То же самое с сортами Царица полей, Фатима. Фатима уже даже один кустик убрал, но там совсем уже все снято. И Багира еще осталось. Тоже уже последние денечки, где буду основную массу плодиков снимать. Вот так выглядит грядочка детерминантных помидоров. А вот эта грядка безрассадных детерминантных помидоров сорта Толстый Джек. Их я сеял семенами прямо в грунт. И обычно они отличаются завидным здоровьем. Но такая погода даже для них создала непреодолимые трудности. У них тоже листики очень больные. Пришлось их в основной массе убрать. Но эти помидорки не сдаются. И завязали немало плодиков. И видно, что они уже вот начинают первые поспевать. Конечно, им бы расти и расти, но доделать нечего. Погода распорядилась по-своему. Придется их убирать. Но в целом урожай они дали. Конечно, не рекордный, но все-таки не зря росли. Довольно много плодиков можно будет с них снять. И плоды за последние несколько дней, благодаря, наверное, вот этим вот укрытиям, которые я устанавливаю на ночь и защищая помидорки от холодов, плоды заметно покрупнели, что очень хорошо. Вот так выглядят безрассадные помидорки к середине августа. А вот эта грядочка баклажанов. Они очень сильно отстали из-за холодного мая, начала июня. И долго-долго набирали силу. И в конце концов начали уже тоже радовать первыми плодами. Первые плодики я уже снял несколько штучек. И грядочка баклажанов пока держится. Много завязей. И плоды продолжают поспевать. Разные сорта продолжают наращивать плоды. Вот плодики. Вот плодики скоро можно будет снимать. Вот плодик продолжает увеличивать размер. Вот этот уже, пожалуй, даже можно и снимать. Сейчас буду собирать. Так что все оказалось не так страшно. Что выглядели баклажаны, конечно, очень тяжело. Вот еще плодик. Но все-таки адаптировались и продолжают расти. Конечно, их приходится на ночь укрывать. Как ни странно, лучше всего переживают непогоду перцы. Перцев уже снято довольно много, уже даже заготовки пошли. Все сорта плодоносят.
Завязали немало плодов. Конечно, тоже применяю для них укрытие. Вон сейчас уже подоспели, видно. Тоже можно уже снимать. Вот так выглядит грядочка перцев. Под укрытием перчики краснеют довольно неплохо. Много бланжевых плодов. Так что перцы в этом сезоне более или менее, можно сказать, что нормальные. Вот мои перчики, баклажанчики, помидорки греются на солнышке. Кабачкам дождливая погода не помеха, они растут отлично. И постоянно срываю с них плоды. Это сорт астроном. Вот кабачок какой крупный. Я его оставил дозревать на кусту, чтобы потом использовать для длительного хранения. Это огурчики. Занимает место патиссонов. Вот здесь был патиссончик. Кустик я его убрал. С огурцами пока проблем нет. Несмотря на то, что растут они прямо на земле, но плодики завязываются нормальные. Уже снято довольно много и продолжают нарастать неплохие огурчики. Сорта здесь у меня Герман, Зозуля и Апрелевский. Сорта очень неприхотливые, проверенные. Но если точно, это гибриды, конечно. На этой грядочке у меня небольшое количество свеклы. Свекла, к сожалению, из-за дождей. Обычно я ее никогда не поливаю, чтобы она не была чрезмерно крупной. И вот свекла, опасаюсь, как бы не выросла слишком крупной. От чего я постоянно страдаю. Вот видно, какие уже корнеплодики. А до сбора урожая еще пока довольно долго. Я ее не прореживал. Видно, она растет у меня очень тесно. И все равно корнеплоды уже довольно большие. Больше уже бы не надо. Потому что крупную свеклу неудобно использовать. Рядышком на этой грядке пробую некоторые сорта морковки. Еще здесь брюковка, тоже уже начинает завязывать корнеплоды. Он уже видно. Корневой сельдерей, яблочный сорт, пастернак и корневая петрушечка. Ну а по краю забора у меня растут подсолнухи. Я их не использую, они идут на корм птичкам, ну и некоторым образом служат защитной кулисой. Вот эта грядочка сорта клубники Юля. Листики у нее были обрезаны, поэтому видно, что вот листики довольно здоровые, болезни на них нет. А лорд одну грядку я не стал обрезать, она была на вид здоровая. И вот сейчас все-таки на ней развелись грибковые заболевания, это пятнистость. А здесь этого нет. Особенно при сырой погоде лучше, конечно, клубнику листики обрезать. Вот это капустка. Ну, капуста растет нормально. Здесь у меня 3 сорта. Все 3 сорта завязывают нормальные кочаны. Вот, например, Слава. Кочаны довольно тугие. Еще время очень много до сбора. И уже видно, что кочаны будут не маленькие. Некоторые уже сейчас уже довольно большие. Вот, например, кочанчик. Так что с капустой проблем не будет. Некоторые вредители нападали, но я посыпал табачной пылью и все прошло. Вот это тоже грядочка клубники сорта Юля. Это однолетка. Тоже после удаления листьев сейчас она довольно здоровая. И клеща меньше, и пятнистости почти нет. А вот эта клубничка тоже сорта Юля, но это нулевка, то есть усы этого года. То есть вот эти усы я высадил, и вот они уже хорошо принялись, были подкормлены, и сейчас выглядят довольно неплохо. Листики уже довольно мощные.
То есть эти усы к осени еще больше окрепнут, будут заложены зачатки цветочных почек, и на следующий год уже будут первые ягодки. Поскольку я стараюсь высаживать усы на постоянное место как можно раньше, тогда они более крепкие и на следующий год дают уже урожай. Многолетние луки, здесь батон, слезун и шнит-лук, были много раз уже срезаны, и вот опять уже нарастили зеленые перышки. То есть вполне можно их использовать. Это декоративная капустка. Вот это подсолнух лакомка. Он уже опустил свою головку, поскольку она очень большая и очень тяжелая. Тоже уже семечки уже завязались. И вот видно, вот здесь уже птички начали понемножечку их клевать. Но это беда небольшая. Для них и предназначена. На семена только оставлю. Очень хороший сорт лакомка. Кто щелкает семечки, могут взять на вооружение. Очень вкусные семечки и очень большие головки, очень урожайные. Декоративный подсолнух плюшевый мишка уже зацвел и уже радует своими красивыми цветочками. Это скромные бархатцы, которые с большим трудом взошли. Самосевом они росли. Из-за сложной зимы самосев был не очень хороший в схожести, но небольшое количество все-таки ростков появилось. Вот я их пересадил вот на эту небольшую клумбочку, и здесь они уже сейчас растут и радуют своими скромными цветками. А вот здесь рядышком растут помидорки толстый Джек. Это из числа безрассадных. С той грядки, где я толстый Джек сеял семенами, когда пришла пора прореживать, я часть помидорок лишних не стал выбрасывать, а высадил, ну, просто для интереса, в свободное место. Здесь штук, наверное, по 8, вот, даже по 10 вот кустики. И вот они росли. Место здесь тень, не очень для них благоприятное. И тем не менее, вот они выросли. И даже болеют как-то, как ни странно, поменьше. Возможно, потому что сильно отстают от остальных помидорок. Достигли роста уже намного больше метра. То есть это больше, чем обычно вырастает толстый Джек. И продолжают завязывать еще плодики. И, возможно, поспеют. Я постараюсь им в этом помочь. Буду их укрывать теперь от холодов. Вот цветут еще по-прежнему. И, может быть, даже будет какой-то на них урожай. Интересно посмотреть на этот эксперимент такой своеобразный. Яблонька горно-алтайская после морозной зимы очень сильно повреждена. Но все-таки некоторое количество плодов она завязала. Они, правда, видно, намного мельче, чем обычно. Но они уже тоже поспели, и их можно использовать. Хоть немного, но все-таки есть. Вот так выглядит мой участок в середине августа. Что-то растет лучше, что-то растет хуже. Но в целом все более или менее нормально. Очень тяжело помидорам, баклажанам, перцам. Но все-таки страшного ничего в этом нет. Урожай, конечно, меньше, чем обычно. Но это беда небольшая.